Прямо сейчас, когда мы с вами говорим, живем, дышим, читаем, смотрим видео, создается третья травма. Травма, о которой очень сложно говорить. Она сейчас, в настоящее время, только развивается. И мы каждый день добавляем к этой травме все больше и больше неизвестного, неисследованного, того, о чем нам, может быть, когда-нибудь удастся сказать. Точно, выразительно, правильно, но я даже не знаю, наступит ли это время когда-нибудь. Третья травма – это травма поломанной адаптации. То, что нас сейчас объединяет в связи с большим стремительным развитием технологий, передачей информации, возможностью контактировать с огромным количеством людей вне зависимости от их местоположения. Ну и много-много-много других элементов нашего современного времени. Наш организм, наша психическая конструкция не способна удержаться в таком стремительном потоке. Большое развитие сейчас получают различные практики, где как бы отключается мозг. Или, например, создаются какие-то стереотипичные, однообразные движения телом, звуковые эффекты, которые призваны как бы успокоить тело, дать ему перезагрузку, дать ему возможность справиться с потоком информации, с вызовами современности. Это имеет очень посредственный эффект, очень временный, потому что мы вряд ли находимся в точке, когда в принципе можем адаптироваться к настоящему времени. Например, родителям сейчас очень сложно помочь выбрать ребенку правильный путь. Профессии, которые раньше можно было осваивать годами, идти к профессиональному росту, строить карьеру, сейчас просто исчезают, трансформируются. И становится большой вопрос, нужно ли ребенку учиться после школы, где в принципе научают его в основном сейчас только математике, иностранному языку, ну и читать, писать. Все остальные предметы становятся более специфичными. Если ребенок хочет уделить им внимание, ребенок это делает, но требования по ним не такие значительные. Родители сами находятся в замешательстве, кем и как ребенку нужно быть. Предыдущие все построенные годами, десятилетиями, столетиями схемы, когда человек постепенно развивался, осваивал какое-то дело и являлся профессионалом, то есть наилучшим представителем своей деятельности в каком-то определенном регионе, сейчас уже не имеет такой ценности, потому что все уже подвержено изменению с такой большой скоростью, что удержаться, устоять практически невозможно. Меняется абсолютно все. Да, мы протезируем это с помощью, например, искусственного интеллекта. Он собирает данные, он их обрабатывает, он может нам помочь посмотреть на статистику чего-то происходящего или помочь сделать какое-то заключение. Однако информация и ее правдивость, ее проверенность, во-первых, оставляет желать лучшего, а во-вторых, буквально за несколько секунд в нынешнем мире может начаться война или поступить тревожная информация из торговых бирж, которая разлетится по всему миру
за считанные секунды. Раньше мы могли плюс-минус с уверенностью сказать в таком простом варианте, что нужно ребенку для хорошей жизни. Деньги, здоровье, недвижимость, может быть, отношения, семья. Теперь же нужно ребенку отвечать на вопросы. Если это касается денег, каких денег? Денег цифровых или фиатных? Недвижимость надо покупать в какой-то стране, в каком-то месте, или нужно ее арендовать? Отношения тоже могут быть арендованными. Даже рождение ребенка может быть заимствовано. Кто-то может его родить, кто-то может его выносить, кто-то может запрограммировать пол ребенка, дату рождения. Что же родителям говорить, когда дети смотрят на них растерянными глазами? Вроде как они сообразительные, они очень многое осваивают быстро, но и дети не успевают за всем тем быстро развивающимся миром детских игрушек, технологий, способов развлечения и так далее, и так далее, и так далее. Современный человек все больше живет в так называемой бета-версии. Это версия, которая еще сырая, которая еще требует доработки, и современному человеку приходится быть этой бета-версией, этим бета-тестировщиком. Практически каждый день на человеке в реальном времени тестируются лекарства, потому что нет времени, нет 5, 10 или 20 лет, чтобы проверить вакцину, чтобы отработать очень точно алгоритм действий с каким-то прибором. Человек, имея мобильный телефон, обновляя приложение, сталкивается с набором новых функций, к которым ему нужно заново привыкать, переучиваться, делать по-другому. Внутри уже устройство, которое само по себе очень сложное, к которому человек тоже привыкал. Даже апдейт, улучшение программного обеспечения уже усложняет жизнь человека, и ему нужно адаптироваться очень быстро, потому что он просто не может пользоваться привычными функциями определенным образом. Более того, в этой бета-версии человек теперь живет повсеместно, потому что когда выходит так называемая альфа-версия, то есть версия уже окончательная, какого-то устройства, какого-то продукта, ровно в этот момент к человеку подступают новые бета-версии других продуктов, которые обещают быть лучше, обещают быть прогрессивней, выгодней, эффективней. Человек уже практически не пользуется окончательными продуктами. Он задействован в тестировании продуктов, но не в их пользовании. Дальше. Любые построенные системы теперь начинают ломаться вследствие неэффективности и невозможности быстро перестраиваться, буквально на ходу. Системное мышление хромает все больше и больше. Время теперь используется совершенно по-другому, потому что скачки в прогрессе теперь могут быть настолько глобальными, что этапы, куда перепрыгнет технологический прогресс, вряд ли человеку понятны. Даже человеку ученому. То есть все больше и больше появляется дополнительных эффектов, дополнительных возможностей у сложных технологий, о которых люди и не знали,
но они их получают, перепрыгивая через какие-то циклы, процессы, через какие-то этапы. Будущее человека становится расколотым на части, фрагментарным, потому что обычно человеку нужно, заглядывая в будущее, оттуда возвращаться и, выстраивая какие-то этапы, шаги и действия, планировать, как ему двигаться вот к этой фантазийной, но очень ожидаемой цели. Сейчас это не работает, потому что этапы могут быть построены, но человек едва ли может опираться на себя в этой способности адаптироваться к вот этим бесконечным изменениям, которые только набирают и набирают и набирают скорость и захватывают абсолютно все сферы. Все модернизируется настолько, что, наверное, очень скоро люди просто будут посмеиваться друг над другом, потому что устройство, купленное вчера, уже будет сегодня слабо применимо. Надо будет покупать телефон рано утром, чтобы в этот день можно было пользоваться его функциями, так как буквально завтра, уже утром, выйдет новая модель с новыми функциями, которая поможет выполнять их быстрее, эффективнее и так далее. Это похоже на адаптацию, но это протезированная адаптация. Человек уже не справляется с процессом контроля, с процессом планирования всех изменений, всего течения жизни. И, конечно же, он чувствует себя невероятно подавленно, разбито. Он пытается все втиснуть в привычное время, а там уже нет места для всех этих сложностей. Человек начинает суетиться, делать какие-то нерациональные, импульсивные шаги, действия. Или он пытается расслабить свой мозг каким-то путем, чтобы как бы получить более высокую продуктивность. В другом варианте он, наоборот, его гиперстимулирует с помощью психоактивных веществ или каких-то других вариантов стимуляции, чтобы успеть, суметь обработать это огромное количество информации. Но очень часто это заканчивается плачевно для работы мозга, потому что он очень сложен. И усиление одной функции часто сказывается затуханием других. Многие люди сейчас страдают расстройствами поведения, расстройствами настроения, потому что выдержать этот темп, эту скорость, быть эффективным становится невозможным. Адаптироваться человек не знает как. У него нет еще опыта такого и, наверное, уже не будет. Жизнь будет только ускоряться, ускоряться и ускоряться. И таким образом люди будут чувствовать себя все более и более выброшенными за пределы самой жизни. Они будут разочарованы в жизни, потому что они будут разочарованы в себе. У людей уже сейчас наблюдается сильное отставание от возможности быть достаточно эффективными в каком-то определенном деле. Даже в сфере IT сейчас люди начинают терять многие смыслы, потому что они являются создателями технологий, но эти технологии, после того, как они реализованы в конечном продукте, нужно потом долго-долго адаптировать под людей, которые будут ими пользоваться. И опять же, это время. То есть какое-то хорошее решение, оно реализуется в продукте, но потом этому продукту нужно долго обучать конечного пользователя. И он становится неактуальным. Наверное, фильм «Матрица», вышедший уже много лет назад, был
очень визионерским, когда биологическое тело, создавая электрическое поле, питало машину. Мне кажется, это очень удачное, очень точное предвидение будущего, когда все, что может делать тело, это просто благодаря поддерживанию своего телесного состояния давать какую-то энергию, потому что все остальное, все остальные функции, более развитые, уже становятся ненужными. Они не способны охватить сложный мир машин. Не хочется быть фаталистом или описывать все как некую утопию. Наверное, мы только входим в эту новую травму поломанной адаптации, которая не совпадает, которая проходит мимо своей цели. Последствий этой травмы мы не знаем, они будут известны позже, если мы сможем их охватить, разобраться в них, понять. С другой стороны, возможно, появятся некие общества, где люди просто смогут сказать «хватит», которые смогут ограничить себя, свой, в первую очередь, комфорт, потому что все, что движется сейчас вперед, весь прогресс, основан на комфорте. Это создание комфортной, более идеальной, более всеохватывающей жизни. Не секрет, что цифровые технологии проникают уже во все сферы, и дальше этот процесс будет только нарастать с огромной-огромной скоростью и силой. Все будет, абсолютно все будет оцифровано. Люди, тела, голоса, может быть, когда-то даже запахи. Вот эти три травмы. Первая травма речи, когда человек не знает, кто он в системе отношений с другими людьми. Вторая травма – это травма тела, когда человек знакомится с тем, каким он является на самом деле, что является его некой судьбой. И третья травма – это травма, где человек теряет себя, теряет связь с реальностью, потому что он не может найти себе место в новом мире, место того господина, которым он был все предыдущее время. Мы пытаемся все успеть, все сделать, быть эффективными, быть первыми, быть лучшими, и таким образом еще больше загоняем себя в угол. Можем ли мы не бежать в изоляцию в надежде найти там силы справиться с новой жизнью? Можем ли мы сейчас прийти к нашему самому близкому человеку, опустить глаза, заплакать, сказать, что нам страшно, что мы не знаем, как нам жить дальше, и надеяться, что он нас поймет, обнимет и ничего не скажет нового, а просто помолчит.